Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет от вас ребенка? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы такой человек, душа компании, вы очень общительный, у вас большой круг, больше я бы сказала, что это такие друзья-приятели, настоящих близких друзей у вас довольно немного, это может быть один-два максимум. Это люди, с которыми вы можете и в радости, и в горести можете поделиться реально какими-то своими проблемами. Вы человек, который довольно такой, знаете, прямолинейный, вы не будете, знаете, вот как говорят, камень за душой таить, где-то там за пазухой держать. Вы всю правду матку скажете в лицо. Вы не боитесь какой-то ответной реакции, потому что вы такой вот правдолюб, такой вот борец за справедливость. Вот все должны вокруг жить по совести, да, вот и вы живете по совести, в принципе, от этого вы и страдаете. У вас еще могут в жизни проигрываться ситуации вот в чем-то похожие, да, вот как будто цикл один прошли, повторяется второй. Это может быть, допустим, женщины похожего типажа, которых вы выбираете. Это могут быть какие-то повторяющиеся ситуации в вашей жизни, да, вот как говорят, дежавю в чем-то, да, вот где-то уже это было и снова на те же грабли, вот в таком же смысле. Вы человек, еще знаете, я не могу сказать, что вы очень простой. У вас, в принципе, тоже такой свой характер, еще тот, такой мужик. Мужик с большой буквы, но вы можете, знаете, вот затаить обиду, и где-то там потом вы можете, дать такую ответочку. Я не говорю, что это какая-то мстительность, но есть такой момент, который вы не утаите, знаете, вот даже от самого себя вы будете где-то человека наказывать, так скажем. Это касается и отношений, это может касаться и работы, кого угодно. То есть вы какую-то ситуацию стерпите, но потом обраточку вы дадите тем или иным образом. Такое вот, знаете, своего рода справедливое какое-то наказание. Напишите в комментариях, есть такой момент. Вы человек, который, знаете, вот вы даже в каком-то смысле, вы любите, может быть, даже красоваться. Это может относиться и к тому, что вы любите хорошо одеваться, да, вот какую-то, может быть, красивую, дорогую такую одежду. Либо же умеете со вкусом подбирать, вот именно со вкусом, потому что у вас вкус присутствует во всем, за что вы беретесь. Это и интерьер вашего дома, это не только одежда, это касается всего, да. Вот даже если у кого есть машина, вы будете вот машину содержать, как куколку, да, вот вы будете ее обхаживать, вы будете ее там мыть, чинить, я не знаю, там обхаживать, реально как самую такую хрустальную вазу. Вот вы очень такой педантичный. Вы большой любитель чистоты, вы человек, который любит, чтобы все всегда, вот знаете, вот стояло на своих местах. Я не говорю, что прям, до безумия это доходит, да, есть, конечно, такие кадры, которые, не дай бог, там чайник носиком не туда, то это все, это скандал. Но очень любите вы, когда все на своих местах. Вот вы не любите беспорядка, вы не любите неопрятных людей, тем более вы не любите таких женщин. Но, тем не менее, вот я не вижу в вашей жизни женщины, которая могла бы зажечь огонь в ваших глазах. Это может проигрываться, потому что вы по какой-то причине, да, потеряли свою женщину. Это разрыв, развод. Это женщина, которая осталась давно позади, но которая оставила очень глубокий след в вашей душе, оставила глубокий след в вашей судьбе. Это могут быть, следы в виде детей, да, либо же ребенка. Это вообще такой глубокий отпечаток вашей жизни, который вы, может быть, даже некоторые до сих пор не можете стереть со своей души, вот эту женщину. Такой осадочек, который, и врагу не пожелаешь, в принципе. Давайте будем смотреть, что еще. Вы человек, который умеет любить, и за свою же любовь вот вы пострадали. Вот вы пострадали как раз из-за того, что слишком много любили, слишком много давали, слишком много отдавались.
И после того, как вы получили вот эту черную неблагодарность, после того, как вы получили вот эту сумасшедшую боль, у каждого это будет своя боль, конечно же, потому что это общий расклад, не забываем. У кого-то это измена, у кого-то это предательство, у кого-то это еще какие-то тяжелые такие моменты с женщиной, да. Но тем не менее, вот вы понимаете, что другим вы быть не умеете. Вот как бы вам больно ни делали женщины, вы все равно не умеете быть другим. Да, вы взяли сейчас паузу с женщинами. Вы не стремитесь особо знакомиться. Вот не стремитесь вы. Потому что, да, было больно, было обидно. Но тем не менее, вот вы другим не станете. Вот даже если в вашей жизни появится другая женщина, вы все равно будете ее точно так залюбливать, задаривать, кружить. Потому что, ну иначе вы не можете, иначе это будете просто не вы. Так, что еще нам расскажут карты о вас? Да, у вас вот идет острая такая нехватка любви. У вас есть момент одиночества, но опять же, это такое выбранное, что ли, одиночество. Это осознанное такое одиночество, которое, я думаю, вы заметили, что довольно часто показывает нам из расклада в расклад. Это такое одиночество, которое... выстраданное, да, вот я назвала бы его именно выстраданное. Вы так решили, вы приняли такой, такой шаг вот сделать, да, так поступить, побыть какой-то период один. Вы решили, знаете, вот отстраниться вообще, возможно, даже от романов каких-то, чтобы разобраться самому с собой, со своими мыслями, с какими-то желаниями, да, как двигаться дальше. Вам нужно... Вот именно в себе разобраться, в том, чего вы хотите и как вы хотите жить в дальнейшем, понимаете? Вот в таком вот плане. Вам нужно разобраться еще с тем, как двигаться, как быть дальше вот именно в вашей деятельности, потому что может еще проигрываться, что здесь у вас по работе стоит острый очень момент, либо же это смена работы, либо... я не знаю, может быть, на какую-то другую должность, это перевод. То есть это какие-то глобальные такие перемены по работе. Вы, в принципе, для себя уже так более-менее продумали, решили, но некие сомнения еще есть. Вот есть еще некоторые такие, знаете, взвешивания, обдумывания. Может быть, вы еще с друзьями будете советоваться, как вам лучше поступить, стоит ли менять шило на мыло, вот в таком плане. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая хочет от вас ребенка. Довольно интересно, и сегодня у нас будет с вами расклад. А я вам скажу, эта женщина намного моложе вас. Это женщина, которая... Вот она как-то, знаете, она выбирает мужчин всегда постарше. Скорее всего, вот она выросла без отца, и потому у нее такая вот подсознательная тяга к более старшим мужчинам. Да? Вот у нее нехватка была еще с детства именно вот такой мужской, отцовской заботы. Поэтому вот она тянется. У нее и раньше были мужчины, вот именно, но я склоняюсь, что это были скорее просто отношения любовные. Да? Вот это был не брак. Причем она довольно такая хорошенькая. Она в чем-то, вот знаете, по-детски насколько наивная, чистая такая. Вот у нее, да, у нее детей еще нет. Она всего лишь мечтает. Но сейчас будем разбираться, почему же от вас, да. Вот давайте пока попробуем описать, а вы будете думать, есть ли такая дама в вашем окружении или же нет. Смотрите, она настолько по-детски... Вот наивная, она с виду вот вроде бы как такая молоденькая девочка, вот она даже может выглядеть намного моложе своего возраста, но вот когда с ней общаешься, ты понимаешь, что это такой наивный ребенок, вот, ребенок, которого хочется вот обнять, оберегать, да, вот как-то по-отцовски под свое крылышко. Я не говорю, что ей там 15,5, она просто моложе может выглядеть, чем есть по возрасту, да. Ей может быть и 20, там, до 30, так, плюс-минус, да. Просто она настолько вот,
ну такая девочка-девочка, вот во всех отношениях. Такая, знаете, у нее может быть открытый такой сияющий взгляд наивных. Но обычно таких девочек видно. Особенно вот в общении, когда с ней общаешься, ну вот эта наивность, ну так и прет. Вот она может, открыв рот, слушать какие-то басни, да, вот таким девочкам очень легко мужчины разные могут вешать лапшу на уши, рассказывать про любовь, что вот завтра я там люблю, куплю, послезавтра мы поженимся, и через день будет ребенок, и все такое. И она это все прокушает, она в это все поверит. Вот она такая, знаете, вот такой чистый, наивный ребенок, которого вот даже мне хочется обнять и оберегать. Вот вы не представляете, настолько такая от нее детская, такая суперская энергетика идет. Давно такого ощущения у меня даже не было. Она вот как-то, знаете, по жизни, она очень ищет защиты. Вот не только мужской такой заботы, да, вот защиты. Давайте разбираться, почему защиты. Сейчас будем подходить постепенно и к детям, ко всему. Смотрите, у нее было довольно непростое детство. Почему? Да, помимо того, что она вот без отца выросла, у нее было детство, ну, скорее всего, это отец, либо же вот любитель заглядывать в рюмку чая, либо же который ее обижал, унижал, ограничивал в чем-то. Но это 100% такая вот, знаете, среднестатистическая, обычная, ну, неблагополучная семья. Поэтому здесь девочка глубоко травмированная, но тем не менее вот она не потеряла какую-то свою такую юношескую наивность, задор какой-то, знаете, вот даже ну, какой-то девчачий смех, что ли, вот как назвать, я даже не знаю. Вот ей хочется, чтобы ее настолько вот обняли, обогрели, вот именно почему сильные мужчины, потому что она этого не видела в жизни, в детстве. Вот в детстве она этого не получала от своего отца. То есть у нее нехватка, это идет чисто подсознательно. Она нравится многим, она и молодым парням нравится, но вот ее тянет все больше к более старшим. Она была в ситуации, когда мужчины даже за нее соревновались, потому что она довольно хорошенькая, она такая симпатичная, настроенная, она очень миловидная, да, такая приятная в общении. Поэтому она, в принципе, не обделенная. Ну, мужским вниманием абсолютно она не обделена. Так, что же еще про нее расскажут? Смотрите, у нее проигрывается, вот у меня такое ощущение, что она вообще на данный момент, вот она осталась одна, денешенька вообще во всем этом белом мире. Возможно, у нее даже мать уже ушла в мир иной. Поэтому ей настолько вот тоскливо, одиноко, да, она тянется вот к мужчинам именно, как я уже сказала, из-за заботы какой-то отцовской, да, вот из-за нехватки. Потому что матери нет. Ну, родственники, даже вот если у нее есть, то как-то особо они, то ли они так близко не общаются, то ли они редко общаются, особой такой, знаете, вот ни материальной, ни моральной поддержки у нее нет. Девочка, которая по себе сама, вот она очень такая, знаете, компанейская, она очень гостеприимная, она очень эрудированная. Вот люди, которые с ней общаются, знаете, вот к ним хочется возвращаться снова. Вот к таким людям, вот как она, хочется возвращаться снова, потому что с ней настолько интересно. Вот несмотря на свою юность, она очень умная девочка, она очень начитанная. Ну, я называю девочка, да, не пугайтесь, а то подумайте, что 15,5. Она очень такая интересная собеседница. Обычно к таким тянутся, вот, и она, когда находится в компании, но она просто душа компании. Вот во всех отношениях такая компанейская. Она умеет, кстати, очень хорошо готовить. Она любительница даже готовить, она умеет столы накрывать. Она еще, знаете, вот вы с ней как раз были где-то, вот вы, ну, может быть, раз, может быть, кто-то чаще, однозначно вы пересекались где-то, ну, то ли это компания, то ли это праздник какой-то был, да, но здесь вы тоже могли пересекаться. Потому что ну, здесь именно вот какое-то такое торжество может проигрываться. Давайте смотреть, почему же именно вы, да, почему она на вас глаз положила. Это девочка-девчоночка. Почему же она положила глаз на вас? Вот смотрите, она
Она вас считает мужчиной, который может с легкостью решить все тяготы жизни. Вот, то есть вы для нее сильный мужчина. Она, конечно же, видела вас, она общалась каким-то образом с вами, естественно, это она вас знает. Я не буду сильно углубляться еще подробнее, где вы были, как вы общались, пусть это останется маленькая интрига. И в конце концов это общий расклад, чтобы, может быть, кто-то там ночами не спал, поразмыслил, где вы там с ней пересекались. Но смотрите, вот вы у нее ассоциируетесь с мужчиной, но вот опять же я повторюсь, это сильный защитник, это вот отцовская энергетика. Вот именно опять же повторяется, что вы человек, за которым ну не страшно быть. Вот не страшно в том смысле, как за каменной стеной. Вот от вас идет такая энергетика, да, даже вот от расклада я смотрю, что от вас идет очень мощная энергетика. Другое дело, что у вас свои тараканы, уже извините, да, там какие-то страхи, комплексы и так далее. Это тоже у вас не отнять. В этом вы тоже мастер и специалист. Но сейчас мы не об этом. Она-то этого не знает, да, она же не знает, что у вас из-за ваших вот этих трагедий в личной жизни, там, из-за ваших жизненных проблем, она-то не знает, что у вас тоже есть какие-то свои косяки, какие-то страхи, какие-то тайны, да. Поэтому вы для нее вот какой-то, ну, как идеал мужчины. Вот идеал, на которого можно опереться, идеал, которому можно доверять. Поэтому, вот знаете, она в каких-то вот своих женских таких девичьих, моложавых таких мечтах, вот ей бы хотелось, вот, ну, это скорее подсознательно, да, ей бы хотелось вот, когда смотришь на вас, вот представляешь, что вот бы ребенка от такого мужчины, да, вот в таком смысле, это ее мечты. Я не говорю, что она будет вас атаковать. Я не говорю, что она будет там за кем-то бегать, вешаться, да. Ну, хотя мы, в принципе, сейчас можем так в двух словах посмотреть. Но это ее именно вот такое, знаете, наивное какое-то восприятие. Вот она увидела в вас мужчину, вот за которым можно вот спрятаться. Вот спрятаться, знаете, вот мужчина это как зонтик под дождем, за которым можно... Вообще, знаете, вот я вам скажу такой секретный секрет. Многие женщины любят мужчин, ну, которые, ну, выше будут ростом, однозначно выше, чем она, понятно, да, ну, хотя бы там на голову, потому что за мужчиной, когда ты прячешься, да, вот тебя вроде бы ты спрятался, тебя не видно, и кажется вот такое вот ощущение, что, ну, ты реально за каменной стеной, да, ты можешь и от ветра спрятаться, а тебя там не сдует, не продует, да, ты стоишь за таким вот великаном, да, который может тебя укрыть, защитить там, и так далее. Поэтому здесь такие вот наивные девичьи, что ли, мечты, когда она на вас смотрит, это такая ассоциация с отцом. Это плюс еще ассоциация с сильным мужчиной. Это опять же на уровне инстинктов. Поэтому девочка такая, знаете, ну вот смотрите, она везде, вот сколько бы ни раскладывала, она такая, ну наивная. Ну такая вся девочка, ну не спрятаться, не скрыться. Понимаете? То есть здесь такая история, ну просто хочется улыбнуться, вот даже нечего говорить, потому что упираешься в одно и то же. Вот нехватка отцовской любви, вот нехватка. Давайте-ка посмотрим все-таки. Есть ли у вас шанс ее заметить? Давайте вот заметите ли вы ее все-таки? Обратите ли вы на нее внимание рано или поздно? Вы обратите внимание, и у вас даже возможен, кстати, не то чтобы любовный роман, у вас даже любовь, отношения возможны. Но это будут сначала такие отношения, когда вы будете присматриваться. Это сначала, скорее, у вас будет этап влюбленности. Да? Вот у нас двойка кубков. Это всегда зарождение. Это зарождение чувств. Это как раз вот этап, когда только-только начинаются отношения. То есть здесь есть шанс. Мы не будем сильно углубляться. Сегодня не про это у нас расклад. Но вы заметите эту девочку, я думаю, вы поймете и напишите в комментариях, да, вот в вашем окружении, еще раз повторяю, это не юная там какая-то 15-20-летняя девочка. Она может до 30 лет быть, просто вот она выглядит намного моложе своих лет. Она очень наивная, она очень доверчивая. Она такая вот, ну, хочется, знаете, ее удочерить просто. Вот по-другому я даже не знаю, что сказать.
но очень чистый, очень светлый человек, который вот как-то по-детски наивно в вас, может быть, даже влюблен, да, вот такие детские мечты, вот бы ребенка от такого мужчины, вот бы быть таким мужчиной, да, но это вот именно такая юношеская какая-то любовь, хоть она уже не такая уже юная. Поэтому смотрите, дорогие мужчины, присматривайтесь, кто там есть в вашем окружении, потому что я думаю, кто-то из вас да вспомнит. Я думаю, вы все сможете угадать, да, вот именно по описанию такую женщину в вашем окружении, потому что иногда мужчины боятся поверить в то, что рядом есть такая женщина. Может быть, вот умом вы и понимаете, что вот та может быть и та похожа, да, по описанию, но вы как-то боитесь в это поверить, вы боитесь просто потому, что вот именно ваши страхи и комплексы, они очень плотно и глубоко у вас сидят. Именно потому, что вы побаиваетесь новых отношений, а тем более, если вот эта девочка моложе вас, но это вообще страх страшный. И можно быть в шоке по колено, да, ну как же с молоденькой девочкой, да это же не про меня. Ну, в общем, смотрите, дорогие мужчины, в жизни всякое бывает, да, бывает и на 20 лет моложе, бывает на 30 лет моложе, всякое в жизни бывает. Чем черт не шутит? А может, рискнете? Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!